Всем добрый день, с вами Татьяна. Что я сегодня буду вязать? Вот такие вот у меня следочки сегодня. Вот такая вот простая модель. Связаны спицами. Полностью лицевыми петлями вязала. Такая вот облегченная. Значит, на размер 38-39. По размерам в процессе вязания буду говорить. Если размер меньше, будем убавлять по длине на несколько рядов. 2-3 ряда убавим. Так, для вязания мне понадобится 2 спицы. Буду вязать на спицах номер 2,5. Если взять спицы номер 3, то у нас размер немножко увеличится. У меня белый, розовый, темно-зеленый и голубой. Вот такая вот у меня пряжа. Это турецкий акрил. Основной цвет у меня метраж был 225 метров в 100 граммах. Ну, я большой разницы не заметила. А вот эти вот цвета добавочные в 100 граммах по 240 метров. Значит, что касается пряжи. Вязание я начну с боковой части. Провяжу до мыса лицевыми рядами все. Далее мысок у меня будет укороченными рядами вязаться. Провяжу мыс, провяжу вторую часть, перейду на подошву, провяжу подошву. Закончила задником, сделала обвязку. Обвязку можно сделать крючком пару рядов. Я 3 ряда прошлась спицами, чтобы более плотно сидела на ноге. Ну, вот так вот. Такие вот более уже на весну, наверное, облегченный такой вариант. Перехожу сразу к вязанию. Значит, сейчас начинаю с боковой части, как я уже говорила. На спицу наберу 24 петли. Как я сказала, 38-39 у меня пройдут. Если размер маленький, 36, я бы набрала 23 на одну петлю меньше. Обычным способом сейчас, значит, набираем 24. 1, 2, 3, 4, 5. Набираем 24 петли. У меня 24. Так, набрала 24 петли. Далее сразу буду переходить к узору. Теперь схема. Давайте сразу по схеме пройдемся. Смотрите, сейчас мы провяжем боковую часть. Здесь начнутся убавки, и поэтому я пока это дело закрою. 24 петли я набрала. Вот эта вот первая половинка у меня будет темным цветом, а вот эта вот часть у меня будет белым цветом. Ну, я вот полностью зарисовывать темным цветом не стала, потому что сильно будет все сливаться. 14 петель провязываю сейчас темным цветом, 10 петель провязываю белым цветом. По изнаночной стороне вяжем без изменений, узор меняется только по лицевой стороне. Вот так вот. Значит, сейчас что делаем? Провяжу первый ряд, 24 петли. Высоту у меня будет лицевых рядов по дорожкам изнаночным, если посчитать. Как мне сказала одна подписчица, это лицевые ряды. 31 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цветочков я провяжу. Потом начну вот делать убавки. Пойдет у меня там первый клин с убавками. Но сейчас вот так вот пока. Схема будет также на канале в сообществе. Там фотографии схемы я располагаю. Сейчас эта схема боковая часть у нас. По ней буду вязать. Если размер маленький, 36, провяжем на 2-3 ряда, как я уже говорила, меньше. Но убавки не здесь делать, потому что здесь уже рассчитано у меня убавки, да. А вот в начале. Ну вот отнимем 3 ряда. И тогда первые 3 ряда просто провязать белым и зеленым цветом, начать уже с голубого цветочка, например, вот так вот. Вот здесь вот в начале меньше рядов провяжем, если маленький размер. Так, вяжем. Так, 14 петель темным цветом вместе с кромочной считаю. Первую сняла, провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Осталось у меня 2, 4, 6, 8, 10 петель осталось. Белый цвет подвязываем и оставшиеся петли довязываю до конца белым цветом. Все вяжется лицевыми петлями.
Довязываю ряд до конца, кромочную провязываю изнаночной. И по изнаночной стороне возвращаемся, провязываем все лицевыми петлями. Развернулись на изнаночную сторону, вяжем изнаночную сторону, 10 петель белым провязываем и оставшиеся 14 у меня. Если набирали 23 петли, то у вас будет 13. Довязываем ряд до конца, все провязываем лицевыми. Так, здесь нити перебросили. И далее темным цветом основным провязываем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать. Первый ряд с цветочком, узор у нас начинается цветочный. Первые 13 петель провязываем основным темным цветом. 13 петель считаю с кромочной, еще раз повторю. Первую сняла, вторая, третья, четвертая. Так 13 петель провязываем. 11, 12, 13 петель провязали. Далее 2 петли розовым цветом. Подвязали розовый цвет. Провязываем 2 розовым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Здесь боковая сторона вязать совсем не сложно. На мыске, где поворотные ряды, там немножко нужно будет повнимательнее. Так, довязали до конца белым цветом, провязали, перешли на изнаночную сторону, провязываем все лицевыми по узору. Каждый цвет над своим цветом вяжем. Сейчас я здесь вот провяжу. Далее изнанку я показывать не буду, потому что здесь вяжется без изменений. Все лицевыми. Белый над белым, розовый над розовым, синий над синим. Какие цвета идут. Вот петли, нитки перебрасываем. Перекрутили, подтянули. Провязали. Вот 2 розовым провязали. Далее что у нас идет? Темный цвет основной. Опять нить перекрутила. Вот так вот подтянула. Провязываем темным. Довязываем темным до конца. Кромочную провязываю изнаночной. Довязали изнанку, перешли на лицевую сторону. 1, 2, 3 ряд узора у нас получается. Считаю, вот как я уже говорила, по вот этим вот изнаночным дорожкам. Одна изнаночная дорожка, это значит 1 лицевой ряд по лицевой стороне. И по изнаночной стороне еще 1 лицевой ряд. И в итоге у нас получится вот такой вот зубчик, 1 изнаночная дорожка. Об этом в каждом видео говорю. Просто так потом удобнее пересчитывать. Вот не нужно там на 2 умножать и тому подобное. Так, теперь далее 3 ряд. Провязываем 12 петель темным цветом основным. Первую снимаю, считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, провязали. 4 петли розовым. Здесь нити перевели. Подтянули. 4 розовым провязываем. Вяжем плотно, петли не вытягивайте, чтобы вязание это не было растянуто. 4 розовым провязали. И оставшиеся до конца ряда провязываем белым цветом. Это вот мы вяжем сейчас 3 ряд по лицевой стороне и закончим его по изнаночной стороне по узору. Кромочную провязала изнаночной. Перешли на изнаночную сторону, вяжем все по узору, заканчиваем 3 ряд. Так, пришли в начало ряда, это у нас 4 ряд, если от начала считать, а узор 1, 2, 3 ряд, 3 ряд получается узора. Смотрите, теперь сейчас 1, 2, 3, правильно,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять мы провязываем 12 петель основным цветом. Далее у меня идет желтый цвет. Вот здесь одна петля. Но я вот отрезала нитку, чтобы не было сильно много клубков, чтобы не запутались. Здесь всего одна петелька. Можно желтым не вязать, а провязывать вот эту вот одну клетку то ли белым, то ли вот голубым, розовым цветочки идут. Вот, чтобы не было сильно много ниток. Вот можно голубым вставить, как у вас следующий, какого цвета будет цветочек, такую петлю можно провязать. Или же вот по ходу идет белая, можно сразу белым провязать, так удобнее будет, меньше будет ниток. Но я буду вязать желтым, значит, опять провязываем 13 петель. Оговорилась, 12 петель провязываем, а не 13. На передний ряд смотрю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поэтому схема должна быть перед вами, чтобы заглядывать, ориентироваться. Далее 2 петли розовым. 1 петля у меня желтым. 1 розовым. И оставшиеся петли до конца ряда я провяжу белым цветом. Здесь вот нити перебрасываем. В конце каждого провязанного ряда моточки нужно будет разматывать по старинке. У меня другого способа нету. Спрашивали, как вы клубочки разматываете. Ну вот, раскладываю их на диване, вяжу, потом разматываю, перекладываю и опять. Здесь узор длинный, поэтому не так нарезать не получилось. Это сильно длинные будут нити. Так, провязали ряд до конца, перешли на изнаночную сторону. По изнанке опять вяжем все лицевыми, каждый цвет над своим цветом. Так, провязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. 1, 2, 3, 4, 5 ряд от начала считаю. Провязываем теперь 13 петель темным цветом, 2 петли розовым и оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым. Считаю скромочно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Провязали, подтянули здесь нити, перебросили, перетянули, 2 розовым провязали, так, желтый цвет сразу по ходу вязания. Эти нити, которые остаются, поднимаю вот так вот, перебрасываю, подтягиваю, подтянули. Теперь у нас что там дальше? Белый. Так, 2 розовым провязала, теперь довязываю белым до конца. Все, цветочек закончили. Следующий ряд у нас будет вот повтор первого ряда. И опять сначала, только уже другим цветом цветочек буду вязать. Так, довязала до конца. Еще раз пройдусь с вами изнанку. Так, белую белым провязываем. Далее у нас идет розовый цвет. Подтянула. Нити подтянула. Провязываем розовым. Меняем цвет. Далее основной темный цвет. Опять нити перебросила. И довязываем до конца основным цветом. Хвостики в конце вязания попрячем. Все, пришли на лицевую сторону. Далее у нас идет повтор. Вот между каждым цветочком мы будем делать повтор, провязывать один ряд. Вот первый ряд, как я вязала, 14 петель темным цветом и 10 петель белым. Провязываем. И следующий ряд опять у нас начинается цветочек. Уже это я говорила, второй раз повторила. Но видео, я знаю, прокручивают, по секунде смотрят, поэтому, чтобы потом не было
вопросов. Хотя иногда 5 раз скажешь одно и то же, все равно будете спрашивать. Так, провязываем 14 петель темным цветом. Темным провязала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Еще одна 14 провязали. Так, здесь у нас белый цвет подняли. И 10 петель у нас должно остаться. Белым цветом довязываем. Проще простого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кромочная. Провязала изнаночной. Все. Вернулись по изнаночной стороне лицевыми и начинаем вязать сначала цветочек. Я сейчас провяжу 6 раз, как я уже сказала, вот эти вот цветочки. К вам вернусь и будем вязать мысок укороченными рядами. Вяжем боковую сторону. Провязала я 6 раз узор, 6 цветочков. Теперь буду далее вязать укороченными рядами. Сразу замеряю вам в сантиметрах. Ну вот 8. И в длину 11,5. У меня вот так вот вышло. Так, теперь смотрите, опять я иду к своей схеме. Так, это я закрываю, это нам не надо. Вот я провязала 6. Теперь далее вяжу укороченными рядами. В первом ряду я не довяжу 3 петли. Далее буду продолжать вязать по узору вот эти вот цветочки. И в каждом ряду, не довязывая 2 петель, возвращаться обратно. В конце у меня останется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Вот так вот я мыс буду вязать. Значит, сейчас первый клин вяжем. Так, это у меня получается 7-й цветочек. Провязываю 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Начинаю опять новый цветочек розового цвета у меня теперь будет. Чередуем. Провязываем узор и не довязывая, как я сказала, 3 петель в первом ряду, вернусь обратно. Так, 3 петли у меня осталось. Теперь укороченные ряды я вяжу разными способами. И с накидом разворачиваюсь, и петлю перетягиваю, и обкручиваю петлю, обматываю предыдущую петлю. Этот способ очень удобный. Я сейчас им начну вязать, но он не ко всем узорам подходит, поэтому я его не всегда применяю. Вот дальше по ходу вязания будет 2 петли разного цвета, и одну петлю буду обматывать по-другому. Значит, сейчас 3 петли осталось, петлю перевела наперед, обвела петлю и опять завела наперед. Все. Возвращаюсь обратно. Так, здесь можно повесить маркеры, чтобы потом не запутаться. Вот эти 3 петли я отделю, чтобы потом не пересчитывать просто. Далее все провязываем по узору лицевыми петлями, как мы вязали предыдущие вот ряды все. Здесь без изменения изнаночная сторона. Провязываем все до конца ряда. Так, это у нас была первая убавка. Здесь вот эти вот нитки перебрасываем, когда вяжем. Вот так поднимаем их, то есть подтянули. Провязала 2 розовых по узору. Далее у меня зеленый цвет. Голубую вот уже перебросила. И довязываю до конца темным цветом. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем опять все вязать по узору. Первую сняли. Провязываем темным цветом. Вяжем цветочек. И теперь в конце ряда мы будем не довязывать 2 петли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь без изменений, как мы вязали, так и вяжем. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Темным провязала, теперь 4
Петли он у меня розовым идет. Провязала 4 петли розовым. Далее белый цвет. 1, 2, 3. 3 петли белым провязала. Возвращаюсь обратно, нить обмотала. Сейчас еще один. Все, изнаночная сторона. Провязываем все лицевыми. Без изменений. Розовым провязали, далее белым провязали, далее розовым провязали. И темным. Здесь нити опять переброшу. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд теперь по цветочку считаю. 1, 2, 3. Опять провязываем по узору. 12 петель провязываю темным цветом. Так, провязала. Далее розовый цвет. 2 петли розовым, 1 желтым и 1 розовым. Опять повтор у нас идет. 2 розовым провязали. Где тут желтый цвет? 1 желтым провязали и 1 розовым. 1 розовым провязали. Так, теперь здесь 1 белым. 1 белым и разворачиваемся обратно. Осталось 2 петли. Развернулись обратно. И провязываем изнаночную сторону без изменений до конца. Перешли на лицевую сторону. Теперь у нас 4-й ряд. Опять делаем 2 убавки. Значит, провязываем теперь, сколько мы по узору здесь провязываем? 13 петель. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали 2 розовых. 2 розовых. Провязали. Осталось 2 петли. Теперь розовым цветом я обвела ее. И вяжу изнаночную сторону. Опять вяжем все по узору. Розовым провязала, далее темным довязываю ряд до конца. Довязали до конца следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5 ряд получается. Так, что мы вяжем? 13, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 петель вяжу темным цветом основным. С кромочной считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот теперь вот 2 петли у нас остаются. Надо обвить зеленым цветом. Не получается, потому что на следующем ряду это будет некрасиво видно. И поэтому я один раз просто петлю, когда 2 цвета у меня переход, я ее просто буду снимать и вот так вот перетягивать. Вот встретились 2 цвета. Развернулась обратно, провязываю. Поэтому, как я говорила, вот это вот обвитие петли не ко всем узорам подходит. Хотя мне нравится вязать, его незаметно и легко. У нас здесь некоторые вяжут вообще, просто развернулись, ничего не перетягивают, не набрасывают. Не знаю, как у них дырки не остаются, у меня дырки остаются. Так, перешли на лицевую сторону. Следующий ряд узора. 11 петель теперь провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязали.
Опять теперь я предыдущую петлю обвила, перешли на изнаночную сторону, провязываем все до конца, довязали изнанку, перешли на лицевую сторону. Теперь мы провязываем 9 петель, опять не довязывая 2 петель, возвращаемся обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять я петлю обмотала. Девять петель на спице. Провязываем. И следующий ряд, последний, останется у меня 7 петель. Довязываем изнаночную сторону до конца. И по лицевой последние 7 петель провяжем. Провязываем 7 петель. 2 петли остается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если вы вязали 23 петли, то у вас здесь останется 6, получается, да? Так, петлю обмотала наперед. Все, перешли на изнаночную сторону, провязываем все до конца лицевыми. Так, все, первый вот полуклин, скажу так, закончили. Теперь все эти петли, 24 петли, нужно провязать. 14 петель я провязываю темным цветом и 10 белым. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь у меня петля была перетянутая. 13. И здесь перебросим. 14 провязали. Далее белый цвет. Подняли белый цвет и довязываем белым цветом. 1, 2, 3. Так, резинки эти можно поснимать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Собрали все петли, провязали. 24 петли у меня на спице. Теперь по изнаночной стороне мы возвращаемся опять 10 петель белым и 14 темным цветом. Провязываем изнаночную сторону. Довязываем до конца. Не забываем разматывать клубки в конце ряда. Так, теперь здесь подтянули зеленый цвет, не перебросила. Довязали изнаночную сторону до конца. Все, вот такая вот деталь. Еще раз покажу. Вот так вот получилось. Теперь следующий клин. Теперь у меня будет новая схема. Сейчас, подождите. Так, вот мы довязали. Тут играем, тут не играем. Вот как бы так, чтобы вам было видно. Смотрите, мы вот сейчас закончили. Все петли провязали. Вот здесь закончили. Теперь далее у нас будет середина. Вот таких вот 2 клина. Вот так, давайте разверну. Вот 2 клина будет середина, но это полный клин. И еще вот так вот скажу, полклина. Это будет последний. По бокам по половинке. И вот это середина. На готовом изделии вот эти 2 клина средние. И вот половинки. Значит, сейчас. Далее, что мы будем делать? Мы убавляли. Теперь мы будем по 2 петли прибавлять. И точно так же продолжать вязать узор. В конце точно так же останется 3 петли. Провяжем сейчас 7 петель.
потом 9 петель и по 2 в каждом ряду, в лицевом ряду прибавляется у нас. Прибавили, потом опять идут у нас убавки по 2 петли. Все петли провязали, вот как делали после первого клина. И опять повтор, все то же самое. Давайте я сейчас с вами начну делать прибавки, а потом начнется повтор, уже будете вязать самостоятельно, тем более есть схема. Ну, одно и то же вязать я не буду, конечно. Значит, сейчас что мы делаем? Прибавляем петли. Так, провязываем первые 7 петель и возвращаемся обратно. Так, первую сняла, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Следующую петлю я ниткой обвила. Все, перешли на изнаночную сторону. 7 петель провязываем. Новый клин вяжем. Теперь поднимаем по 2 клетки. Следующий ряд. Теперь мы провязываем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Развернулись на изнаночную сторону. Провязываем по изнанке все 9 петель. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд провязываем 11 теперь петель. Добавляем опять 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Развернулись и вяжем по изнаночной стороне. Все лицевыми. Возвращаемся обратно. Развернулись на лицевую сторону. Следующий ряд провязываем 13 петель темным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. Развернулись обратно. Вяжем изнаночную сторону. Следующий ряд, лицевая сторона. Опять мы провязываем темным цветом 13 петель и добавляем 2 петли голубым цветом у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязала. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Так, теперь 2 петли голубым провязываем. Так, подтянем. Здесь у меня опять два разных цвета. Я разворачиваюсь, снимаю, вяжу изнанку, подтянули петли. Довязываем ряд до конца лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд опять вяжем, добавляем 2 петли по узору. Значит, 12 петель я провязываю темным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 4 петли голубым. Один, два, три, 4. Провязала. И 1 белым. 2 петли мы здесь добавили. Получилось 1 голубая у нас добавилась и 1 белая. Подняли белый цвет, еще 1 белым провязали. Так, разворачиваемся обратно. Здесь нить перебросила. Провязываем по узору. Здесь нитки
Поднимаем. Четыре голубым провязала. Далее у меня идет темный цвет, розовый цвет перебросила, подняла. Довязываю ряд до конца все темным цветом. Это у нас изнаночная сторона, если непонятно. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. Опять мы провязываем темным цветом 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязали. 2 петли голубым, 1 желтым и 1 голубым. 2 петли голубым, 1 желтым у меня, или же вы провязываете другим цветом. 1 голубым, 1 белым, и плюс еще 2 белых, это добавочные. В каждом ряду мы по 2 петли добавляем. Все, получилось 3 петли белым. Вот так вот этот ряд. Все, возвращаемся обратно. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору без изменений. Все лицевыми провязываем. Вот у меня нитки запутались, пошла разматывать. Следующий ряд узора, перешли на лицевую сторону. Опять мы провязываем 13 петель основным цветом. Продолжаем также вязать узор. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали 2 петли голубым. Цветочек провязываем, последний ряд. Так, здесь вот не забываем, нить можно перебрасывать сразу. И вместе с прибавкой 2 петли мы прибавляем, белым цветом провяжем 6 петель. Подтянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, у нас осталось 3 петли. Это у нас был последний ряд. Ага, все. Полуклин закончился. Развернулись. Вяжем по изнаночной стороне. Возвращаемся в начало ряда. Перебрасываем нити, провязываем всю изнанку. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд мы сейчас провязываем, это у нас середина клина будет. 14 петель провязываем темным цветом и 10 петель белым. Вяжем полностью весь ряд. Убавок, прибавок ничего нету. 1, 2, 3, 4. Провязываем 14 петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали. Теперь белый цвет. Довязываем ряд до конца. Все провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последняя кромочная 10. Все провязали.
развернулись. По изнаночной стороне провязываем 10 белым, 14 зеленым, вяжем лицевыми петлями. Все, развернулись на лицевую сторону. Далее у нас идет повтор. Вот первый клин, как мы убавляли, все то же самое сейчас вяжем. Опять у нас розовый цвет и повтор с первого клина. Смотрите, а где мы сейчас остановились? Вот я с вами отвязала голубой. Вот мы этот ряд провязали. Вот повтор. Мы делали убавки. Я с вами провязала весь клин, вот розовый. Точно так же теперь 3 оставили, 2 убавили, провязали весь ряд. Следующий клин прибавляем по 2 петли, опять убавили, опять провязали, и последний вот по 2 прибавки, там я к вам вернусь в конце. Значит, сейчас провязываем вот эти вот 2 полных средних клина. Один я половинку уже с вами провязала. Провязываем сейчас розовым цветом, по 2 петли убавляем, потом вот еще один голубой розовый и последняя половинка. Значит, довязываем мыс. Не могу развернуть камеру. Кому удобно, можете здесь сделать скриншот. Или же, как я уже говорила, я в сообществе размещу схемы. Она там вся не умещается, поэтому она там будет частями. Потому что вот на весь лист большая получилась. Я полностью весь мыс расчертила. Так, вот сейчас мы продолжаем вязать с розового цветочка. Повтор у нас с первого клина. Давайте вяжем и встретимся. Так, провязала все клинья. Вяжу сейчас последний клин. Вот у меня осталось 3 петли. Значит, следующий ряд. Закончили мы клин. Вот мы провязали последний цветочек. И в следующий ряд мы вяжем опять 14 петель, провязываем зеленым, темным цветом, то есть я провязываю, и 10 петель провязываю белым. И далее будем вязать вторую половину точно так же, как мы вязали первую. Так, вот 3 петли недовязанных осталось. Теперь провязываю 14 петель, темным 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 и 14 провязали. Да, где же этот белый цвет? Ну, все, белый цвет, нити подтянули, довязываем белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот у нас оставалось 3 петли. 8, 9, 10. Все. 10-я кромочная провязала изнаночной. На этом закончено. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону. Вяжем все лицевыми. Так, закончили мыс. Теперь далее продолжаем вязать ровное полотно, так сказать. Точно так же, как вязали вот эту вот половину. На голубом цвете я закончила, да. Следующий у меня будет розовый цветочек. Вот первая схема. Я продолжаю вязать. Теперь что у нас здесь идет? 13 петель темным цветом и опять узор. Все то же самое, повтор. Как вязали в начале, теперь заканчиваем вот эту вот вторую половину. Так, провязываю 13 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязала. Узор. 2 петли розовым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Сюда вяжем на 24 петлях. Довязываю белым до конца. Кромочную, изнаночная. По изнаночной стороне мы вяжем без изменений по узору. Развернулись на изнаночную сторону. Провязываем изнанку.
Провязали изнаночную сторону, перешли на лицевую сторону. Все, продолжаем теперь вязать поворотными рядами. Вяжем по узору, продолжаем все. Довязываем розовым цветочек. Значит, провяжем точно такое же расстояние, длину. Вот если вы вязали здесь 6 цветочков, провяжем 6. Если 5 провяжем, тогда 5, значит, одинаковое количество, понятное дело. Так, довяжем до конца, закроем петли и потом перейдем к подошве. Ну все, мысок рассказала, боковые стороны рассказала. Заканчиваем теперь. Так, зеленым цветом провязали, темным цветом. Это у меня темно-зеленый. Теперь далее, что у нас по узору? Здесь идет 4 розовых петли провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Возвращаемся по изнанке и продолжаем вязать по узору всю длину до пятки. Ой, не до пятки, до конца. Я уже про подошву думаю. Так, белым довязали до конца. Все. Развернулись. Изнаночная сторона. Вяжем. Так, довязываем вторую половину. Провязали вторую половину, закрываем петли. Так, последний ряд закончили также 14 петель темным цветом и 10 белым. Теперь следующий ряд, как я закрываю петли, одну петлю провязываю и предыдущую набрасываю, протянула через нее вот так вот. Одну провязала и набросила петлю, провязала и набросила. Далее обрезали нить, подсоединяю нить вот к этому краю. Теперь по всему слитку я наберу петли. Значит, вот средняя петля здесь у меня проходит, вот средняя часть, одна петля посередине. Здесь у меня вышло 57 и здесь 57. Это что получается? 115 петель у меня всего. На спице опять 2,5 круговые взяла. Так, только набирать я буду не по 2 дужки, как всегда, в этот раз, а вот под одну. Ввожу. Так, сейчас одну захватим. Смотрите, вот она проходит, косичка у нас. Ввожу крючок в середину и за заднюю подхватываю. За одну дужку, то есть подхватила. Также это можно делать спицей. Набрали. Подхватили одну дужку, набрали петлю. И так по всему краю до конца наберем петли и один ряд с изнаночной стороны провяжем все лицевыми. Набрала. Набираем петли и возвращаемся, лицевыми провяжем. Набрали петли, провязали по изнаночной стороне один ряд лицевыми петлями. Теперь лицевая сторона, переходим к подошве. Значит, подошву начнем вязать размер 38-39, 11 петель. Размер 37, 9 петель, пусть будет вся подошва. Отметили середину, вот средняя петля проходит, отметила середину, от нее отложили 4
И тут 4, 8 и 1, это будет 9, да? У меня будет 11 петель, значит, еще одну сейчас я сброшу. Вот эти вот петли боковые до начала подошвы я провязала. Можно нить обрезать и сразу перейти к подошве. Я провязала. Так, теперь провязываю эти 11 петель. Провязала один раз по лицевой стороне, развернулась на изнаночную сторону. На изнаночной стороне один раз провяжу. И потом буду соединять крайние петельки с петельками с боковой спицы. Значит, я подошву буду вязать всю лицевыми петлями платочной вязкой. Подошву можно также провязать укрепленную, то есть я в предыдущих видео так вязала пятку и следок весь подошву. Лицевая сторона провязываем одну лицевую, одну петлю снимаем, а по изнаночной стороне все петли провязываются изнаночными. Вот тогда плотнее будет подошва, можно и так провязать. Значит, так, провязала 11 и вот перешла на лицевую сторону, опять провязываю эти 11 петель и 11 петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. 2 петли я провязываю вместе изнаночной петлей. Соединила последнюю петлю, перешли на изнаночную сторону, опять провязываю все петли, последнюю петлю и петлю с боковой спицы, 2 вместе я буду провязывать лицевой петлей. И так я соединю все петли вот до конца, провяжу, а потом перейдем на пятку. Значит, вяжем сейчас подошву, соединяем боковые петли, довяжем до конца, я к вам вернусь. Так, довязала, вот она последняя у меня петля с боковой спицы, изнаночная сторона, 2 вместе провязываю лицевой, соединила, темный цвет, но вот все. Теперь вяжем подошву, соединяем все петли. Закончили вязать подошву, соединили все петли. Теперь переходим к пятке. Так, продолжаю вязать на 11 петлях. У меня было 11 петель. Теперь я буду соединять. Вот поднимаю одну дужку и последнюю петлю вместе с поднятой вот этой вот дужкой одной петелькой, 2 вместе провязываю так же как подошву изнаночной петлей, подтянула. Теперь перешла на изнаночную сторону, до последней петли провязываю все петли и последнюю буду присоединять к боковой стороне пятки задника. Провязала. Так, вот она последняя петля. Теперь возьмем по лицевой стороне. Вот у нас косичка проходит боковая. Одну поднимаю. Так, где здесь первая? Подняла. И 2 вместе провязываю теперь. По изнаночной стороне 2 вместе соединяю лицевой петлей. Соединила. Подтянули. Опять перешла на лицевую сторону. И все то же самое первую. Сняла, провязываю петли до конца. И последнюю петлю соединяю с петелькой с боковой спицы, с кромочной. Еще раз. Последняя петля. Вот, подняла одну. 2 вместе провязала. Ах, улетела. Ну.
Соединила изнаночной. Все, подтянули, опять перешли на изнаночную сторону, провязываем все лицевыми и соединяем последнюю петлю. Останется у меня 5 петель по боковым сторонам. Я сделаю убавки по пятке, оставлю здесь всего лишь 5 петель. Ну, это опять же при необходимости делаю убавки, чтобы не был сильно широким вот этот вот верх. Если у вас был размер маленький, возможно, вам этого делать не нужно. И для лучшей посадки на ногу, поэтому я кверху убавляю. Значит, сейчас что делаем? Вяжем, заканчиваем пятку. Закончили вязать пятку, закрыли петли, все, следок закончили. Значит, теперь что мы сделаем? Обвяжем верх. Верх можно обвязать, пару раз пройтись крючком, рачьим шагом или другим узором, чтобы вот это вот плотно было, сделать плотную обвязку по верху. Сейчас я вам сразу в длину еще раз мерила, не помню. До пятки у меня 22, полностью весь следок 23, растянули до 25. Вот что у меня осталось, 100 грамм основной цвет был. Значит, я как буду делать обвязку, я в каждом видео это показываю. Сейчас просто быстренько пройдусь. Можно на предыдущее видео прокрутить, посмотреть в конце видео, есть эта обвязка. По верху на 4 спицы я набираю петли. И вот в этот раз я небольшую, всего лишь, сколько я провязала, 6 рядов. 6 рядов небольшую сделала обвязочку, да. Провязала один ряд изнаночными, далее провязываю все лицевыми и присоединила с обратной стороны. Как я уже сказала, в каждом видео почти есть эта обвязка у меня. И вот так вот закончим, и все. На этом сегодня будет все. Всем легких петелек, всем спасибо за просмотры, всех с наступающим. До новых встреч, пока-пока.